Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Ну что, девочки, я хочу вам сказать. Современные телефоны растут не по дням, а по часам. Вроде бы совсем недавно вышивала чехол для телефона. А сейчас попросили вышить новый, чуть побольше размером. Такую форму и конструкцию придумала сама и шью постоянно. В качестве основы возьмем кусок плотной мебельной ткани. Для начала определимся с размерами. Нам надо, чтобы чехол был достаточно широкий, чтобы можно было легко из него достать телефон. А вверху надо оставить место побольше, там будет подгибка. Сразу же обозначим место, где будет располагаться вышивка. Весь рисунок будем сочинять на глазах изумленной публики, без эскиза. Конечно, можно найти в интернете красивую фотографию букета цветов и вдохновляться этой картинкой. Для начала нарисуем 3 кружочка. Это места, где будут вышиты самые яркие и выразительные цветы розочки. Для вышивки плоской розы сначала сделаем основу. Крепкой ниткой протянем 5 длинных стежков из центра к краям. Сами понимаете, роза и шиповник относятся к семейству разноцветных. У шиповника 5 лепестков. Форма розы тоже пятиугольник. Вышивать будем узкими лентами. Ширины ленты достаточно 6 мм. Игла для вышивки лентами нужна толстая, как их еще называют, штопольная, гобеленовая или цыганская. Самое главное, чтобы у нее было большое ушко. Срез ленты делаем под углом 45 градусов. Конец ленты вставляем в ушко иглы, а потом его протыкаем иголкой. Аккуратно подтягиваем и расправляем. Получается, что лента на иголке закреплена только самым кончиком. Почему и зачем мы так делаем? Ленту мы будем протягивать через ткани. А эта предосторожность поможет избежать заломов и деформации ленты. Очень аккуратно, выкручивающими движениями протыкаем ткань и выводим ленту на лицевую сторону. При вышивке лентами работаем 2 иголками. Одна с обычной ниткой нейтрального цвета. Ей мы сразу же фиксируем конец ленты, чтобы он не потерялся. Сами понимаете, что у нас есть очень много любопытных пальчиков, которые непременно захотят проверить, насколько крепко вы все пришили. Саму розу вышивать довольно просто. Просто обшивайте нити основы, как при полотняном переплетении. Один стежок поверх нити основы, другой под ними. Когда вы все заполнили, иголку с лентой уводим наизнанку и все закрепляем. Чтобы лента не растрепалась, срезы запечатаем горящей спичкой. Естественно, все это надо делать очень аккуратно. Таким способом вышьем все 3 розочки. Для того, чтобы лепестки не сдвинулись и хорошо держали форму, иголкой с простой ниткой очень аккуратно можно прошить ленты незаметными стежками. Старайтесь не помять лепестки. Еще хочется сделать акцент на серединке цветов, сделать их немного темнее. Нарежем кусочки ленты длиной примерно 3 сантиметра. Оба их конца запечатаем. Кончик ленты подносим сбоку пламени. Если подносить сверху,
то можно ненароком оплавить или закоптить. Из этих маленьких кусочков более темного цвета будем делать маленькие розочки. Иголку с ниткой выкалываем из центра большой розы. Дальше мы на иголку собираем этот маленький кусочек по диагонали от края к краю. Аккуратно подтягиваем и закрепляем маленькую розочку. Теперь наметим место для следующих цветочков. Нарисуем кружочки. Это у нас будут хризантемы. Внешний край лепестков вышьем бледно-золотистым цветом. Эти лепестки будем шить прямым стежком. Выводим ленту на лицевую сторону, потом укладываем в нужном направлении и закрепляем его. Просто протыкаем иголкой с лентой и подтягиваем. Вот здесь многое зависит от качества ленты. Мои ленты не дают хорошо подтянуть кончик, но у вас все получится гораздо лучше и красивее, чем у меня. После того, как сделали первый дальний слой лепестков, прошьем еще один ряд. Но возьмем уже более насыщенный оттенок желтого цвета. Лепестки выкладываем также прямым стежком. А серединки хризантемы сделаем из коротких кусочков ленточек, формируем маленькие розочки. Цвет возьмем золотисто-зеленый. Естественно, что композицию дополним листьями. Начнем с темного оттенка. Эти листики будут на втором плане, в глубине. Вышиваем их тоже просто, прямыми стежками.
Листья смотрятся более интересно, когда их несколько оттенков зеленого. Возьмем более светлую ленту и добавим еще зелени. При желании можно добавить еще мелких цветочков. В вышивке лентами можно добавить бусинки или бисер. Это придает живость. Бисер пришиваем специальными иглами для бисера. Они более тонкие. Куда, что и как нашивать, смотрите сами. Когда вышивка закончена, еще раз все промеряем, уточняем размеры, если надо, отрезаем лишнюю ткань. А дальше просто складываем деталь и прошиваем иголкой с ниткой. Ткань основы бархатистая, с мелким ворсом. Если ее сразу же шить на машинке, она будет скользить. Поэтому сначала наживулим, а потом прошьем. Собственно говоря, это единственный шов, который здесь будет. Такой чехол для телефона, кисет, можно сшить и на руках, без использования швейной машинки. Подрежем уголки и вывернем чехол. А теперь надо оформить верх. Это сделать довольно просто. Подвернем верхний край и скрытыми стежками его подошьем. Потом с боков в верхней части делаем небольшие отверстия и в них вставляем ленты завязки. Воспользуемся вязальным крючком. Нам надо, чтобы оба конца ленты выходили на одну сторону. Получается интересная конструкция. Если мы тянем за обе петли, наш мешочек легко закрывается, а потом также легко открывается. Шила милому кисет, вышла рукавица, пришел милый, похвалил, какая мастерица. Мы хорошо потрудились, получилась прекрасная маленькая сумочка. При желании в ней можно носить не только телефон, но и другие нужные вещицы. С ней вы всегда будете в центре внимания. Повесили ее на запястье и пошли украшать собой мир.
Кто еще не подписан, обязательно подпишитесь. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!